Всем привет, я Гульнара, и с вами проект «Мы в России». Здесь мы рассказываем и показываем жизнь иностранных студентов в России, а в частности, в прекрасном городе Южного Урала в суровом Челябинске. Сегодняшний выпуск посвящен иностранным выпускникам. Сегодня они поделятся своими историями успеха. Let's go! Успех. У каждого есть свой рецепт успеха. Для кого-то это развитие и карьерный рост. Для кого-то это семейное благополучие или путешествие и расширение мировоззрения. В этом выпуске мы узнаем историю успехов наших иностранных выпускников. Всем здравствуйте, меня зовут Ван Юйин, у меня русское имя Алина. Думаю, вам будет удобнее, если так меня зовете. Я аспирантка первого курса ЮрГУ. Я из Китая. Здравствуйте, меня зовут Сиала Ахмед Ваатхази, я из Ирака. Я закончил магистратуру в ЮрГУ на физическая культура. Увинду, я приехал из Шри-Ланки. Меня зовут Издинова Диана, я родом из Казахстана. Когда я еще была бакалавриатом, я была в Китае, там занималась 2 года, а потом по программе обмена именно сюда попала. И потом здесь на 10 месяцев, потом вернулась стажировка, и потом еще там диплом написала, потом еще раз сюда попала на магистратуру. Мне здесь очень понравилось, поэтому так решила, что после бакалавриата еще здесь попасть. И после магистратуры сейчас аспирантка, и сейчас здесь изучаю с руководителем, еще занимаемся. У меня все время специальность белорусский язык. Сейчас специальность у меня это языкознание и литературоведение. Я бы хотела работать именно преподавателем в университете русского языка. Русский язык это для моей специальности. Неожиданно, что я стала преподавателем китайского языка в России. Честно говоря, в России я много попробовала и много получилось от жизни в России. Это прямо шикарно. И, конечно, потом я буду вернуться в Китай, там родители, еще друзья, потом, думаю, да, работать там буду. Но все равно Россия – это страна, которая мне очень нравится. И прямо много друзей здесь. Я бы хотела, если есть возможность, если идеально подумаю, могу здесь оставаться далее. Я занимаюсь сейчас, у меня свой бизнес. Я открыл арабский барбершоп в Челябинске, называется «Шейх». Это была цель, чтобы помогать арабским студентам. Им было сначала сложно найти это барбершоп, или как можно объяснить мастеру, как им надо постригать. И мы просто решили, как это просто арабский мастер здесь. Понимаем и арабский, и русский. Честно, была идея, что можно остаться в России, если не было хорошо. Но не было хорошо, да. И я женился в России. Сейчас у меня русская жена. И живу в России. Будущее барбершопа у нас будет как наш бренд, наше название, это «Шейх» везде в России. Будущее у нас это большой план, как не могу сказать это полностью, но мы будем делать институт русского языка в Ираке, чтобы студенты им было легко уезжать в Россию. В бакалавриате у меня специальность была пищевая технология. Далее я продолжила обучаться в магистратуре по пищевой безопасности. Эти оба 2 уровня образования я закончила в Казахстане. В прошлом году я закончила аспирантуру Южноуральского государственного университета. И сейчас, собственно, готовлюсь к защите кандидатской диссертации. По приезду в Челябинск 5 лет назад я начала работать сперва на кафедре инженером-исследователем, потом младшим сотрудником и сейчас научным сотрудником. И также я работаю в международном управлении по трудоустройству и привлечению иностранных профессоров, доцентов и высококвалифицированных специалистов. Когда я обучалась в магистратуре в Казахстане, к нам приезжал профессор из ЮрГУ. Он проводил семинары. В итоге познакомились, он пригласил нас, несколько магистров, на стажировку. Мне очень понравился ЮрГУ. Я здесь проходила стажировку 2-недельную. И в Казахстане университет предложил мне, что, может быть, ты продолжишь обучение именно в России, потому что в Казахстане российское образование ценится.
Вот. Плюс нужно было ехать к конкретному человеку под конкретную тему. Ну, конечно, сразу выбор пал на Юргу однозначно. Минусы, плюсы, не знаю, мне очень комфортно здесь. Прям с первых дней, что на кафедре, что на моей нынешней работе, что вообще, в принципе, обстановка в Юргу и проживание. Меня все устраивает, мне нравится. Минусы, они есть везде. Это если ты аспирант, ты сталкиваешься с какими-то трудностями, потому что это уже более такая серьезная работа по сравнению, например, с магистерской. Но тут все зависит от тебя, как ты умеешь это все преодолевать, поэтому трудностей и каких-то минусов я особо не вижу. В будущем, как и сейчас, мне бы хотелось заниматься научной деятельностью и также общественной деятельностью. Я вижу себя как одним из таких выпускников Юргу, который не забудет свой альма-матер, и мы хотим продвигать проект «Выпускники Юргу», иностранные выпускники Юргу. Также я бы хотела, конечно, посетить какую-нибудь зарубежную страну в качестве постдока. После того, как получу кандидатскую степень, я бы хотела поработать за границей несколько лет, а потом уже посмотрим, может быть, и на родину бы вернулась бы в Казахстан. 3 страны, 5 разных университетов учил. Короткий я здесь закончил магистратуру в России, и сейчас аспирантура 2-й курс. Много дела, учеба, конечно, еще у меня практика есть, а еще как я работаю с ассоциацией иностранных студентов, как президент, там как много работаю с иностранными студентами, и еще я люблю путешествовать, я фотограф, там много есть свои хобби. Я с самого начала приехал в Россию в 2014 году, октябрь. Когда я приехал, это, я думаю, 2-3 года начинал наш университет принимать иностранный студент. Как много иностранных студентов открыл Сигма. Не был так очень большое количество иностранных студентов. Но когда я приехал здесь 2 года назад, открыл ассоциация иностранных студентов, наш первый президент Кирмач. Он открыл это время, у нас было 130 иностранных студентов, как я узнал. Когда я приехал, я видел, ассоциация есть много возможностей развить для ассоциации. И тоже ассоциация меня помогала много раз, как адаптировать для учебы и для как социальная поддержка, и для всего, потому что иностранцы это все новая культура, новая традиция, все новое здесь. Это время я видел, ассоциация иностранных студентов можно делать больше, есть больше возможностей внутри этой ассоциации. Потом я сначала был президент шри-ланки студентов, у нас было 7 студентов Шри-Ланки. Потом мы создали Южно-Азианскую ассоциацию. Здесь там были Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, дальше еще Индонезия, Молдова. Вот такие страны мы делали ассоциацию Южно-Азианский. И потом я был там президент. И потом в 2018 году я стал президентом АИС. Я был 5-й президент АИС. И после этого я, как 2-3 года, у меня была мечта, ассоциация делать такой уровень. И потом я потихоньку начинал работать, собирал свои команды. И, конечно, это не я одна, в всем месте, как команда мы делали наша ассоциация, как самая лучшая ассоциация, я думаю, всю Россию. Потому что у нас есть свои медиаслужбы, у нас есть свои волонтерские корпус, у нас есть свои научные музыканты есть у нас, культурные есть, у нас такие разные команда есть. В всем месте работаем как АИС Южный Урал. Я начал, когда просто ребята сказали мне: Ахмед, нам сложно просто, как-то мы с друзьями обсуждали, нам сложно пройти в другом барбершопе, потому что сложно объяснить мастеру, как нам надо. Допустим, у нас как другая стрижка. Сначала было сложно, это потому что сложно так это принимать это
клиенты к нам и как можно сделать рекламу, потому что мы не знаем, как это можно сделать. А сейчас у нас очень хорошо. И, допустим, можно сказать, половину Челябинска знает про нас. Главное не бояться, и всегда нужно, я думаю, брать планку выше, не надо сомневаться. Не знаю, верить в свои силы, не терять время зря, и главное быть дисциплинированным, я думаю. Это очень важно. Я бы хотел им советовать, что поступить именно в Юргу. Я здесь была, и вот видите, сразу знаешь, мне здесь очень понравилось, а то я не буду здесь именно еще после стажировки, после магистратуры, еще здесь поступать на аспирантуру. И, кстати, я хотела им именно сказать, что нужно найти свои цели. Если у тебя нет цели, то куда ты знаешь дальше идти. И поэтому, если вы попали в чужой стране, самое важное это именно узнать, почему ты здесь был. И нужно всегда запомнить, что ты хочешь именно получить. Я советую, когда приезжаете сюда в Россию на учебу, первый цель – это получить образование, и потом, как это можно, адаптация хорошо с русскими людьми, и учите, получите образование, идите вперед. Конечно, я хочу говорить последний, не бояться летать в Россию. Зима не так суровый, жизнь не так суровый, жизнь очень хорошая здесь. И тоже, если у вас получается летать в Россию, не оставить один город, летает Калининград до Камчатки край. Вы увидите вообще разные другие страны. Надеемся, что этот выпуск станет для вас мотивацией. Успех для каждого свой. Неважно, в какой вы нации относитесь или в какой вы стране проживаете. Ставьте перед собой большие цели и достигайте их. Вы услышали историю успеха наших выпускников. А я хочу поделиться своей историей. В 2015 году я приехала в Россию, в город Челябинск, за образованием. За эти 6 лет я тут приобрела очень многое. Закончила бакалавриат с красным дипломом, поступила на магистратуру на бюджетную основу, а сейчас я являюсь сотрудником Южно-Уральского государственного университета. И это только малое, о чем я могу вам рассказать. Сентябрь 2020 года стал для меня знаменательным тем, что я стала участницей форума Евразия Глобал и выиграла грант от фонда Горчакова, благодаря чему был реализован проект «Мы в России». И хочу поблагодарить всех тех, кто был причастен к этому проекту. Хочу сказать, что когда-то реализовать свой проект было для меня мечтой, а сегодня я завершаю его вместе с вами. Спасибо вам за просмотры и что вы были с нами. Желаю всем, чтобы у вас тоже осуществлялись мечты. Верьте в себя и в свои цели. До скорых встреч! Хош сау болың!